что было год назад? Василиса, Юра, Родион, Как так получилось? Ваня, Вера, Славик, Никита, Антон, Илюха, Гриха, Настя, Леха, Миха, Макс, Рома, Юля. Офигеть. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Антон, Да. поздравляю! Спасибо. Ты самая свежая звезда русского интернета. При этом после того, как у тебя случились миллионы в Ютубе, в Инстаграме, ты никому не давал интервью. Да. Поэтому про тебя вообще ничего не известно, и сейчас будет знакомство. Я вот когда его придумал, потом так в зеркало посмотрел на себя и подумал, ну какой же я молодец. Какие же планы я придумываю. Давай для начала, чтобы восстановить, попробуй вспомнить, что было год назад. Как ты встречал весну 2019 года? Кем ты был и что делал? Я был артистом электротеатра, играя там небольшие роли. Я ходил периодически на пробы, редко, и практически не работал. То есть я бездельничал, можно так сказать. И снимал ролики. Вайны, да, вайны. Я снимал несколько лет, мне кажется, даже до этого. Почему поперло именно в прошлом году? Это, кстати, было практически год назад, прям ровно. То есть это было 7 марта. В том году это репостнула Ирка Горбачева. О, Да. И ей за это вообще нереальный респект и вообще всяческие блага. почему она это сделала? Просто потому, что ей понравилось. Я ей написал, сказал ей, конечно, спасибо большое, мне очень приятно. Она сказала, что странно, что я не сделал это раньше. И, в общем, мы там обменялись комплиментами. Она сначала репостнула, и ты ей написал? Или ты ей написал? и Не, попросил? сначала. Я никому никогда не просил никого репостить, там, никакие деньги там, не платил никому. То есть это все само по себе. Откуда все эти герои? Я вот, кстати, только сейчас начинаю думать, типа, об этом, как это вообще все появилось, потому что это все интуитивно и само по себе как-то вот так вот возникало. Сам я не понимаю до сих пор. Откуда. Просто где-то изнутри как-то наблюдаю, что-то там примеряю на себя, какие-то образы. Давай прямо вот по очереди. Инженер. Все одно и то же, каждый год. Я уже неделю на работу хожу и ни разу еще туда не пришел. Для кого все это? Где ты ж нашел вот этого наивного, замечательного человека? Это такой собирательный типа образ. Фишка в том, что я как-то увлекся документалкой именно про время советское и какую-то обнаружил такую вещь среди людей того времени, что у них есть какая-то удивительная, непонятная, странная и конкретная интонация в речи. Они как-то так говорят, что они с какой-то конкретной, как инженер, приблизительно. Я обнаружил у них у всех и подумал, и как-то это все легло, я так примерил ее, эту интонацию, и как-то вот ему ее передал. И еще у Тарковского в «Сталкере» Кайдановский, в конце у него есть монолог, но он вообще там тоже с такой же манерой говорит. Кстати, Тарковский тоже разговаривает с такой же манерой. И Кайдановский там говорит монолог серьезный. Но это я уже сейчас анализирую и понимаю, откуда я это набрал. Я якобы делал это интуитивно, а потом я понимал, что это я здесь посмотрел, а это я здесь нашел, а это я здесь обнаружил так. И как-то на себя это все принял. Как-то, вы знаете, вот это вот какая-то советская такая интонация. Это основа. Все. А потом уже какие-то шапочки, костюмчики, вот это все, раз, очки, и все. И как-то он так появился. Почему ретро-вселенная? Почему это 80-е и 90-е? Я не знаю, мне нравится это время почему-то. Какого-то года? 86-го, как ни странно. То есть это намного раньше, я должен был родиться, чтобы во все это успеть влюбиться. Но не знаю, какое-то оно интересное, оно такое страшное, там вот эти 90-е все дела. 80-е. Я так думаю, что там у меня речь идет о середине 80-х и там, может, начало 90-х, где-то вот этот период. Какой-то он интересный, там много чего можно взять именно в плане творчества. Че, ты часто тут бываешь? Да, частенько это прям одно из мест сил у нас с братьями. Туда, куда мы идем, мы там постоянно жарим сосисочки какие-нибудь с кетчупом, с хлебушком. И по ходу дела берем с собой там пару каких-нибудь образов. Ты берешь шмот героев? Да, там какого-нибудь Катамаранова, инженера, там, может, журналиста. Вдруг пойдет что. То есть в первую очередь у нас идут досуг, просто сосисочки, костерок, все дела. И там параллельно
что-то как и случайно возник катамаран, вообще случайно. То есть мы снимали вообще другое. Мы снимали инженера про какой-то рой шершней, что-то вообще, ну, то, что даже не вышло. И рядом брат ходил, Никита, фоткал другого брата. Ну, просто, ну, Так. а я смотрю, он бегает там, фоткается, и под ним земля вот так ходит ходуном, просто как волнами прям. Ага. Я понимаю, что что-то здесь, что-то интересное здесь происходит, и я подошел к этой траве и просто ткнул вот так вот ногой ее, чик. И смотрю, она просто прорвалась, и там под ней вода. И я думаю, все, что-то здесь уже что-то рядом, что-то нереальное. Вот, и все, и так, грубо говоря, я там чуть-чуть проверил это место, и вот мы сняли эти подболотники. Там достаточно уютно, кстати. Да, Да, уютно? так тепло было, хорошо. Вот, я подумал, что наверняка там братья уже переживают, что со мной произошло, и просто поэтому вынырнул. И все. И Никита сразу здесь где-то бродил, нашел реально подберезовики, грибы. Ага. Говорит, смотри, грибы. Я говорю, давай. То есть я взял эти грибы, еще раз нырнул, вынырнул, и вот сказал, что подболотники... И все. И андатор. А потом я пополз туда, ну, уже в кураже в этом импровизации, куда-то туда заполз. Просто нырнул в это же вот это озеро какое-то. Я в него нырнул, вынырнул, да, и сказал, что меня андатор покусала. Андатор. Андатор почему-то. А кто это? Андатор — это какая-то выдра, я не знаю. Какая-то хрень из-под воды. Сейчас будет самый тупой вопрос. Давай. Что это значит? В смысле? Да. Это ничего не значит. Это просто полет какой-то фантазии и бреда. То есть ничего не закладывается туда, никаких... несмотря на то, что люди пишут в комментариях, что это что-то символизирует. А в что этом есть пишут? какой-то Вот какие смыслы? Ну, то, что вот это декодируют? вот вся Россия, что вот эти работяги, которые, они там вот все под землей, там что-то пашут, где-то живут в какой-то тени. Ну, вот что-то такое как-то они там раскладывают на какие-то философские Такая вещи. диванная аналитика, да? Ну да. Но в это ничего не закладывается. Это просто вот обстоятельства реально случайные какие-то произошедшие. Вот здесь просто реально я увидел, ходуном идет эта земля, проверил, нырнул и все, и снял тут. Где мы находимся? Электротеатр. Что ты здесь делаешь? Я здесь работаю. Это мой дом творческий. Как давно ты здесь? Года 3, наверное, года 4 уже здесь работаю. То есть недавно относительно. Ты выпустился Да. из ВГИКа Да. и сразу же поступил сюда? Нет, я выпустился в 2011 году, пришел сюда, получается, в году, если сейчас 20, ну, где-то в году 17-м, 16-м, может, так. Что ты делал между этим? Я это называю, типа, я настаивался, как винишко хорошее. Но я бродил, гулял там где-то. Нет, я служил в 2 театрах до этого. То есть после института я сразу пошел в один театр, потом пошел в другой театр. И что-то мне как-то не понравилось это очень. Ну, то есть атмосферка вот эта вся гнильца, которая, ну, слышится отовсюду, типа, про театр, вот она там была. Вот, и я отказался. В скольких спектаклях ты задействован? Мне кажется, это где-то спектаклей 7-8, наверное. Но у меня очень большие роли здесь. То есть, если кто-то захочет прийти сюда и посмотреть на меня, то, ну, чуть-чуть будет возможность. То есть вот реально тот человек, который бифштекс выносит? Ну, практически да. Нет, ну я играю пиво, я играю шампанское, я играю мертвое тело, я играю какую-то муравья. Ты сейчас все перечислил, как вот мы вечером в командировке. Вот. Мы реально, это 3 наши роли, которые мы исполняем. Вот, у меня такие роли, да. Какой-то муравей там. Ну, то есть это совсем малютки какие-то. Но я тоже при этом всем кайфую от этого. Мне это все нравится. Вот теперь по чесноку. Смотри, сейчас то, что ты с иронией об этом говоришь, это понятно, логично, и в этом нет удивления. А вот год назад, когда к тебе еще не пришла интернет-популярность, ты бы также это рассказывал или тебя это немножко тяготило? Нет, я бы также это рассказывал, но внутри у меня было бы, блин. Почему мне не дают Гамлета? Но здесь вообще, в принципе, театр такой, что он основан больше на режиссуре. То есть здесь первое место — это режиссер, конечно. Это не актерский, где ты можешь там сыграть какие-то эмоции, проявить, там что-то побеситься, поорать, там, жилами там все поиграть. Это чуть-чуть не то. Здесь как бы больше он режиссерский, то есть как бы он такой эстетический, сложный иногда театр. Еще я играю «Кокаин и приход» здесь. Да? Да, «Золотого осла», который поет «Оду радости», я еще играю здесь.
Слушай, а как ты думаешь? У нас есть много мемов с Серегами про мою актерскую игру. Она очень хреновая. Иногда именно поэтому, когда многие из коллег, может быть, для кого-то это будет новостью, многие из коллег в интеграциях там разыгрывают какие-то сценки, типа «Ох, у меня болит спина», или «Ох, вот бы сейчас пельмешек в рот себе положить». Вот. Мы никогда так не делаем, у нас другой формат всегда. Первая причина, потому что я худший актер на свете. Вот. Но, как ты думаешь, смог бы я сыграть «Мертвое тело»? Да, да. Нет, кстати, «Мертвое тело» не смог бы. Нет, потому что оно там говорит. Я там говорю, у меня есть текст. Вот «Пиво» ты сыграл бы хорошо. Да? Да. То есть там заключается роль в том, что ты ходишь вот с такой херней, типа шарманки, и тут такая спираль длинная, у тебя в руке шарик, ну то есть целая горсть даже шариков, и ты в эту спираль кидаешь шарик, он такой падает, потом берешь, падает. Вот, у тебя несколько таких заряженных кучек, есть на 8 шариков, 13, 24 и 37. И ты в какой-то определенный момент должен кидать какое-то определенное количество шариков во время спектакля. И молчать. Конечно, молчать. О! Не, молчать — это кайф. Я, кстати, обожаю молчать на сцене, это круто. Да? Почему? Потому что тебе приходится включать какие-то другие рычаги внутренние, чтобы... Ну, ты же на сцене, тебя должны как-то видеть. Да. Вот, и ты как-то внутри подключаешься... Шаг, например. Ну, шаг, или что-то какое-то внутри, какой-то бесовщина дать, чтобы... Ну, я же здесь, на сцене, на меня смотрите. И это прикольно, как исследование себя, когда у тебя нет текста, это круто. Юго-запад Москвы. Утро. Все же помнят варианты запасного аэродрома, если вдруг что-то случится с Ютубом. Все помнят, что я уже прошел тест на водителя такси. Сегодня я водитель Сереги и Сереги. Немножко чувствую себя Жекой Савиным. Сначала еду за одним в Крылатское, потом за другим. Не будем снимать для вас. Как там Жека делает? В общем, пошли. Вот она, моя ласточка. О, какая красота! Это СТС, Так. это лицензия на машину. Хорошо. С Богом, ребятки. Так, первым едем за Серегой, который Супермен. Серега проводит утро где? В зале. Здрасте, здрасте. Присягайтесь, пожалуйста. Погнали? Погнали. Короче, это Серега Фирсов, мастер спорта по спорту, а второй Серега, он мастер спорта по поеданию эчпачмаков, антилоп. За ним мы сейчас и едем. О, хлопчики приехали. Здорово, Серега. На съемку! На съемку! Серега Лынков, человек, который даже в транспорте не снимает свою вот эту вот шапку. Я говорю: Серег, ты водишь как быдло, а Серега мне говорит: Юрец, ты лох. Вот, Серег, можешь объяснить сейчас, сидя на заднем сиденье, неужели такое вождение, оно не доставляет тебе удовольствия? Ты зануда. Ну какой зануда? Я еду по правилам. Где зануда? Едешь в левой полосе, Да. 40 километров в Не час, 40, ты мешаешь не другим. 40. Посмотри на этот, сколько я сейчас еду. А вы с другими таксистами там как-то это знаки передаете друг другу? Не, пока не было. Дуйте в офис, я припаркуюсь к вам. Оплата карточка. Да. Ну вы же помните, как несколько месяцев назад я прошел тестирование водителя Get. Я прошел его, прошу обратить внимание. И вот сегодня я впервые попробовал себя на линии, пусть и в формате для своих. Я сегодня за рулем проехал всего 3,5 часа, и даже это меня запарило. Всем мужикам и дамам, водителям просто поклон. У вас очень тяжелый труд. И сейчас важно сказать, почему же я пересел на Get. Причин несколько. Водитель. Погружение в систему отбора Get я вам показывал раньше. Понятно, что при таком массиве бывает исключение. Есть люди, даже у Get, которым я ставил единицы, но было это гораздо реже, чем раньше. И глобально это принципиально другой уровень водителей. Ну и для меня зануды, как говорит Серега, это принципиально важно, потому что главное, что я ценю в этих поездках, это безопасность. Второе. Приятное соотношение цены и качества. Особенно, если вы постоянный клиент, у вас есть бонус за лояльность. Ну и специальные корпоративные тарифы. Get стал номером 1 на рынке корпоративных перевозок благодаря удобным тарифам для компаний. Ныряем по ссылке в описании, продвигаемся на новый уровень и передвигаемся на Get.
Почему Катамаранов бухает скипидар? Так просто получилось, я не знаю. Ну, что-то такое, надо было ему не... Ты понимаешь, что такое скипидар? Я не знаю, что это такое. Скипидар просто... Некоторые слова, которые подбираются для Катамаранова, типа, они просто берутся исключительно из-за того, что они, ну, смешные и подходят именно ему. И фонетически. Да. И вот, например, про руль этого катка, он же там водитель катка, вот эта фраза «у меня руля как такового нет», то есть это исключительно потому, что для его артикуляции она подходит именно эта фраза. То есть я могу видео придумать из-за фразы из какой-то прикольной. И вокруг нее уже там вот это все. Самая странная алкашка, которую ты в своей жизни пил? Какая-то с подвохом была настойка где-то в деревне. Очень вкусная, нереально. 3-литровая банка, я помню, как сейчас, наверное, лет 5 назад, может, даже 6 было. И мы ее с братьями что-то начали пить, и она вкусненькая, и еле-еле такая, прям ничего практически не происходило с нами. Но в какой-то момент она начала действовать. И действовать на нас на всех, и мы оказались все в такой... Ну, в общем, очень сильно пьяные, очень сильно. А потом у нас еще, ну, как бы, было некоторое расстройство желудка. Да? Да. Пронесло. То есть это подвох, да. Но хорошо, что мы все вместе накидались этим всем. Это было И синхронно проносило. И синхронно всех проносило, и все ходили, крошили вокруг, где только возможно. Хорошо. Все березоньки, да. А это мое дерево, я здесь стою. Ну, то есть, это надо еще в таком состоянии, ну... А крошили в каком смысле? Ну, нас тошнило. Ты слышал когда-нибудь это слово? Ты еще Крошилова, это же самое знатное такое слово. Да? Конечно. Блин, Все, я пойду крошить. Уже не знаю. Это из зеленоградских, да. что-то. Зеленоградских. Да. Факт про тебя, в который мне до сих пор невозможно поверить. У тебя сколько родных братьев и сестер? 11 братьев и 4 сестры. Так, давай зафиксируем. Вас 16 16. детей в семье. Да. Родных. Да. 1 отец и 1 мама. Да. Ты можешь по памяти всех вспомнить? По именам? Да. Василиса, Юра, Родион, Ваня, Вера, Славик, Никита, Антон, Илюха, Гриха, Настя, Леха, Миха, Макс, Рома, Юля. Вот. Причем первая и последняя сестра родились в один день и в один час даже. С разницей? 23 года. Как так получилось? Я не знаю. Ну, просто они, как-то рожали детей. Как-то, не знаю. Не, это не религиозная история. Нет. То есть у тебя не православные родители? Ну, нет, в меру, грубо говоря. Но это не причина. Чем они занимались? Кто твой отец? Отец, он трудяга, грубо говоря. Такого конкретного, что он какая-то у него профессия не было. Где-то водил, где-то что-то как-то вот так подзарабатывал потихонечку. Вот. А мама просто что? Не, она авиаконструктор по образованию. Да. Авиаконструктор? Да. И она даже немножко работала там. В НИИ, который у меня, кстати, есть иногда в Инстаграме, она там мелькает. Это НИИ, в котором работает инженер. Это вот там как раз это какое-то было авиаконструкторское бюро, что ли, там, и вот там мама работала. Да. Но она ушла потом в декрет, и вот спустя сколько там, 25 лет или сколько там, получается, она вернулась туда. Она вернулась? Но она вернулась, но она не работала, просто типа вот я вот вышла из декрета наконец-то. Ей сказали, да, вы были официально в декрете. Ну там какие-то, может, я не знаю, что-то, поблажки какие-то. Но она не работает там. Она просто пришла туда. Это город Зеленоград. Да. Давай просто расскажи, как живет семья, где 16 детей. Где вы до начала жили или живете? Сначала мы жили в одном районе, где была у нас 5-комнатная квартира. Так. Вот. Нет, до меня еще, когда меня еще не было, там еще какой-то был район, по-моему, 10-й, что ли. Там же в Зеленограде районы в 10-м. Потом вот в 12-м, где я жил, это была 5-комнатная квартира, уже было там так тесновато. Потом нам дали в другом районе этаж целый. Вот там было самое интересное, потому что это был период 90-х, когда у нас были все мелкие. То есть старшие еще не зарабатывали, а мелкие были совсем мелкими. То есть нас было много, и типа все, как бы, всех надо... Все хотели есть. Все хотели есть, да, как минимум. Вот, а потом дали еще один этаж, другой. И как-то все потихонечку, сейчас уже взросленькие все. Что. А этаж это сколько квартир? Это 4 квартиры. Ну, там сколько получается? Там, комнат 8, 10, 9. Не знаю. То есть вы оградили дверью тамбурной, да? Нет, там так не получилось. Там вот лестница проходила, но мы все равно бегали туда-сюда, вот так по квартирам. Как тараканчики. Охренеть. Нет, это кайф. Смотри, в местной прессе про вас писали, поскольку вы заметная семья была, и, в общем, интернет помнит заметки про вас, и в том числе про то, что жилось тяжело. Про то, что там лавэ не хватало и все такое. Тяжело? Ну, нормально.
Мне кажется, нормально. Ну, иногда было тяжеловато, но мне как-то... То ли мозг у меня забывает какие-то вещи такие, то ли... Ну, не знаю, у меня впечатления только очень хорошие воспоминания. Теплые, приятные. Нет, были моменты, когда вообще не было ну, еды просто не было. И мама там, как в колобке, там, по сусекам скребала, какой-то хлеб делала там. Ну, это так было душевненько. Не знаю, я как-то... Я не помню, чтобы я страдал, а где же, как же мне поесть? Пойду съем крысу какую-нибудь. Нет, такого не было. Или буду думать, как крыса? Или буду думать, как крыса, да. А есть какие-то лайфхаки, когда живешь вот в таком составе? То есть какие-то традиции, как одежда кочевала от одного к другому? Одежда кочевала, да. Не, нам, кстати, в какое-то время помогала женщина, Маргарет ее зовут, из Германии. Как? Маргарет. Я не знаю, где она сейчас и чего, но она нам очень сильно помогала. Она нам присылала очень много вещей, шмоток, игрушек немецких и вещей качественных, офигенных. И мы порой даже выглядели прям как такие, ну, Фирмовые. модненькие, фирмовые ребята с какими-то непонятными шмотками заграничными. Вот. Ну и переходили вещи, конечно. Я тоже, кстати, к этому как-то нормально относился. Единственное, мне нужна была как-то... Я болел за торпедо какое-то время. Очень давно, в юности. Совсем в юности. И я помню, что мне нужна была форма черно-белая. Я очень хотел. Ну прям вот это вот очень надо. И долго я добивался этого, и прям страдал. Типа, как же так? Вот все мои друзья уже гоняют в черно-белых. Но это Ювентус, естественно, потому что торпеды формы не было. Вот, но мне купили ньюкаслскую, но все равно черно-белую. Все-таки, если что-то надо было, то как-то подмучивал, все находилось. А почему ты болел за торпедо? Я не знаю. Ну, друзья болели. А, только из-за этого? Не потому, что ты увидел там на поле Сергея Кормильцева и подумал, что это Не-не-не-не. русский Зидан? Ну, это обычная тема, когда все друзья болеют. И ты такой, да, ну, конечно, я тоже люблю. Обожаю всех. Ты когда-нибудь разговаривал с отцом о том, почему так много братьев и сестер? Ведь это чудовищная нагрузка для женщины. Ну да, но его же не стало в 3-м году, а я тогда еще как-то был такой... Сейчас бы я, конечно, с удовольствием поговорил бы с ним об этом. Но нет, я не говорил с ним. С мамой? Ну, мама как-то так отвечает на это все. Ну, просто так, типа, ну, вот так получилось, вот так вот. Как-то так хотелось, чтобы была компания большая. Просто, нет, был такой, кто-то мне рассказывал из братьев, блин, я просто боюсь, что это не так. Батя был большим хулиганом, и как-то его предали. Ну, грубо говоря, его предали. Вот так это назовем, чтобы на всякий случай это было правда. Ну, чтобы я ничего... Он после этого решил просто нарожать детей, чтобы они точно себя, ну, друг друга не подвели. Как бы сделать такую компанию, грубо говоря, которая ну, не подведет точно. Но у него это получилось, потому что мы, конечно, дружно нереально. И среди этих 16 человек нет того, кто когда-нибудь шел против семьи, был готов там подвести. Нет. Нет. Ну, ты же понимаешь, что не всегда так внутри семьи бывает. Нет, я понимаю. Мне люди очень сильно удивляются тому, как вообще все происходит. У нас как-то была... У нас там появилась лишняя квартира. И там, а это такой же вопрос, серьезный, когда надо делить что-то и вообще. И мы настолько это все как бы легко сделали, что все удивлялись, как это вы так не бьетесь, там, не судитесь, ничего, там, что кому, что. Мы такие, давай. Не, у нас очень доверительные, теплые, классные отношения до сих пор. Все в России живут? Да, все в России. Все разными работами занимаются? Да, нет, одинаковой нет, точно. Парикмахер, сестра. Брат бьет татушки, который снимает. Он еще оператор у нас. Фотограф есть. Повар. Постановщик теперь у нас, Слава. Брат реставрирует ретро-тачки. Ну, короче, по автомобилям. У него там где-то в Питере салон. Автосалон. Автосервис. Вот. Другой брат занимается деревом, ну, типа мебелью, всякими такими. Ну, то есть они вообще по-разному, там, каждый своим делом. Самая странная или веселая реакция, которую ты встречал у человека, когда он узнавал из какой-то семьи? В первую очередь, конечно, все спрашивают, а как вы едите? Почему-то. А как вы едите? В смысле? Ну, вот так вот спрашивают. Из Это кастрюли? один из самых популярных вопросов, типа, а как вы едите? А как вы ели? Что? Просто ели. Нет, ну, такой большой кастрюли, да, тут вокруг все детишки, типа, да. Все бегают, кто-то упал в кастрюлю, там, выпал. Нет, просто ели нормально, варили супчики. Ели. Просто сразу у нас он уходил. То есть, если супчик приготовился, он сразу и все. А истории про холодильник на второй день не было? Какая? Ну, в семьях, например, из 4 человек приготовили кастрюлю борща, Так. поели, поставили в холодильник, и через день
Не, Достали? Да, не, это не та история. Пока тепленький ушел, все, дальше поехали. Офигеть. А девчонки? Вот ты когда с девчонками знакомился, бывало, что они это узнавали и говорили... Да. Как так? Сейчас мы же все... Сейчас я туда приду, а там все такие, как ты, одинаковые. Ну как же его, что делать? Ничего, нормально, это переносимо. Надо подготовить правильно просто. И вы похожи, судя Да, по фотографии. да. У тебя есть фотография в Инстаграме. Это чья-то свадьба? Да, это свадьба самой младшей сестры. Ого. Так, там прям куча народу. Я искал тебя на фотографии долго. Несколько раз тыкал пальцем и понял, что это не ты. Просто потому, что очень похожи Да, похоже. чуваки. Вы прям на одно лицо многие. Да. Они поэтому и дублеры, некоторые из братьев, во «Внутри Лапенко». Там есть кадры, где 3 меня, и прям, не отличишь никак. В «Скорой помощи» есть такой, вот если точно. Там один, прям роза-робот валяется, инженер и доктор, то есть они прям все рядышком. И это все я. Я сам был удивлен, когда видел брата, роза-робота привезли, это прям я. Даже как-то мрачновато так. Юрий будет дуть будет Юрий. Ты выпустился, и, по сути, ты молодой пацан, который уже молодой мужчина, и ты идешь работать за сколько денег? В театр? Да. Вот в первый, который Да. мне очень понравился. По-моему, 6 тысяч, там, 6,5 где-то было. 6 тысяч. Да. Ага. Долларов, да, долларов. Да нет, конечно, Рублей, русских Серег. деревянных рублей, да. На что расчет? Что вот у людей, Это непонятно, это на не что расчет. расчет? Вот типа мотивацию, где люди будут Но брать? вот это непонятно, это просто фанатизм. То есть ты понимаешь, что ты не можешь ничего другое делать. Ты имеешь в виду деньги, да, как дальше жить и как к чему ты придешь, типа. Да, и почему человек вечером приезжает к 19:00 и играет, а не остается там дома, чтобы деньги на проезд не тратить? Просто потому, что ты не можешь без этого. Это реально так. Только потому, что не можешь, или потому, что в глубине души ты веришь, что в театр зайдет условный Звягинцев, условный Быков, условный Крыжовников и приметит тебя для того, чтобы снять? Нет, во-первых, у меня просто не было таких ролей, чтобы себя так проявить, чтобы, он меня как-то увидел. Это маленькие эпизодики, и я, когда был в театре, я там был на уровне только входа, в него, и у меня не было таких ярких ролей. То есть я на это не мог рассчитывать, я просто как-то интуитивно шел, в эту сторону, потому что в другую сторону я просто не могу идти. Это моя любимая профессия, это моя природа, то есть. Так, 6500. Да. На что ты живешь? Сейчас-то еще Не-не-не. Вот когда у тебя- время. да, ты молодой мужик, 6,5 косарей в месяц, то есть 200 рублей в день. На что ты живешь? Как-то по минимуму, просто какая-то мелкая еда. У нас же еще семья большая, и мы там друг другу помогали и так далее. И на первых порах там, конечно же, какая-то поддержка со стороны семьи была. Ага. То есть вот такое нахождение в коммуне тебя Конечно, да. позволяло да. тебе что-то Так есть. же, как и мне, так же, как и другим братьям в какие-то моменты мы друг друга обязательно поддерживаем в этом смысле. Поэтому, да. И все верят в нас, друг другу мы верим очень сильно, что у каждого все получится, и поэтому поддерживаем вообще. В Ютубе есть несколько роликов ролей Лапенко до того, как он стал известен. Да. Ссылка есть в описании, где это можно посмотреть. Вот, например, одна из ролей. Я забыл, как называется этот сериал, но это, безусловно, сцена, которая в наследие мирового кинематографа попадет. Разумеется, конечно. Когда ты доставляешь пиццу, какой-то мужик бьет женщину, и тебе страшно, и ты реально описываешь. Ты делаешь штаны по вот таким голубым джинсам. Да. Вот для начала, что ты думаешь, когда пересматриваешь это? Но мне очень стыдно. Конечно, мне очень стыдно. Но я помню, что я пришел на пробы тогда, но я был студентом еще, и нужны были деньги, как всегда, естественно. И я так понимаю, что все отказывались от этого. Потому что когда я сказал, и она мне сказала, режиссер говорит, ты понимаешь, что там надо будет описываться, в кадре? Не естественно, конечно, там это все делается технически, там, через какую-то клизму, проводочек, все такое. Я говорю, и что такого, давайте, нормально, что. Она такая, вот ты будешь большим артистом. После этого. Я вписался в это, а что поделать? Как режиссера зовут, ты помнишь? Гузель Киреева. Она снимала «Глухаря», я помню. То есть она вот по этим, да. Но она такая за меня топила, приглашала меня там на какие-то эпизодики. Это было в обмен на какие деньги? Мне кажется, 10 это тогда было. Но это уже 2010 год. А я не помню, честно Да, говоря. 2010 год. Да. Вот 10 год. Это копейки, но деньги нужны были. Ага. Конечно, чтобы хотя бы есть. Сколько раз ты думал все это бросить? Мне кажется, раз 50, наверное. Очень много раз.
А У меня можешь... были такие случаи, когда меня утверждали в кино на 250 серий сериала, еще будучи в институте. Ну, то есть для меня это был вообще, типа, просто вышка, это кайф. То есть у тебя деньги, ну, там какая-то слава, ну, понятно. Да. Я всем об этом рассказываю в семье, а потом мне звонят и говорят, что, типа, извините, ну, там что-то с продюсером, короче, мы вас поменяли на другого чувака. Вот это вот... 250 серий. А сколько бы ты за одну серию получал? Ну, не знаю, когда такие много так серий, там, как правило, ставки маленькие, ну, может быть, 15, например. 15. Ну, то есть 3 миллиона рублей все равно так или иначе Ну, тебе конечно, прилетели. конечно. Для студента это вообще круто. Ты сделал выводы какие-то после этого? Ты не рассказываешь сначала до... Конечно, все, тебе это теперь точно. Конечно. Пока не Пока под- уже точно что-то не произойдет, пока я не вошел в кадр вообще в кино. И то там я еще подумаю. Я так скажу издалека, ну там сейчас что-то, да, происходит, типа того. Но вот так, чтобы, ребята, меня тут утвердили, все, я завтра звезда. Нет. Ты можешь восстановить какой-нибудь из вечеров или утр, когда ты думал о том, что бросаю? Вот что происходило, как ты приходил, там, насинячивался или просто не мог уснуть до 8 утра? Не, насинячиваюсь я, когда у меня все хорошо. Когда у меня все плохо, я, наоборот, концентрируюсь, типа, и пытаюсь как-то себя держать в руках. Но я очень часто, да, просыпался с такими мыслями, когда не было работы. Сейчас-то более-менее все налаживается. Да. А тогда это было чуть ли не каждый день. Типа, что делать? Надо же как-то есть, надо как-то жить, надо кого-то как-то угощать чем-то. Как-то радовать маму, это же тоже важно. Вот. А у меня ничего не происходит. Понятно, что в меня все верят, и все. И это, кстати, чуть больше добавляет в эту копилку. Ответственность. Да. Но что-то думал, либо что-то свое мутить, либо что-то как-то делать. Но я всегда сталкивался с тем, что я не могу, короче, без этого жить просто. То есть опять эта тема, и как-то, и что-то где-то раз, что-то появилось, раз, и продолжаю, ладно. Потом опять эта проблема, потом опять. Но все равно я здесь остаюсь, потому что реально иначе никак. Ты запускал все это сам? Да. Ну, с братьями. С братьями? Вы правда снимаете это на телефон? Да. Вот на мой, с которым я пришел. Мы сегодня Только снимали. телефон? Мы сегодня снимали на него, да, на телефон. Вот у меня материал в телефоне. Это все сам. Но внутри Лапенко, для тех, кто не понимает, есть отдельные вайны, которые ты выгружал сначала в Инстаграм, потом и на Ютуб тоже. да. А в конце года появился 5-серийный сериал Да. «Внутри Лапенко». Это уже история, которую ты снял вместе с Comedy Club Production. Нет, Comedy Club Production здесь ни при чем. Так. Это, если ты имеешь в виду Славу Досмухаметова, Да. но это другое, это же не Comedy Club Production. О, а расскажи как. У Славы есть digital production свой, который называется Medium Quality. Это чуваки, которые снимали «Большого русского босса» и Наверное, Medium Quality. наверное. И они, ну, по сути, это чуваки, которые делают сейчас «Что было дальше». Да. Так. Да. Вот, совместно с ними. Ага. А как это выглядело? Слава тебя нашел? Слава меня в какое-то время, да, нашел, мы с ним встречались, как-то, ну, что-то не нашли ничего, что делать, как-то просто пообщались и так далее. А потом он... Слава Дусмухаметов со многими такие встречи проводит. Да. Вот, да, и я в том числе. То есть он нашел Смирнягу, ну как нашел? Он знал, что мы со Смирнягой дружим. Мы с ним с Лехой встретились уже, все, и он начал писать, это все договориться, ну что-то так как-то обговорили и решили сделать эту тему. Леха придумал все это, ну, грубо говоря, он придумал вот эти вот взаимодействия, что это можно все совместить и сделать вот такую вот вселенную уже более обширную. И Слава дал на это деньги. Да, Слава дал на эти деньги. Но при этом там есть внутри реклама. Да. И как получилось? Вы просто... Получилось так, Слава дал деньги, Так. мы за счет этой рекламы внутри, которая, она просто по необходимости там нужна была, мы эти деньги, получается, ему вернули. А разницу оставили себе? А разницу, да, типа, поделили. То есть вы смогли заработать на этом? Ну, очень мало, практически в ноль. До этого ты зарабатывал на этом? На Инстаграме? Да. Нет, У тебя не было рекламных ни интеграций? одной. Ни одной? Ни одной. 0 рублей. Серьезно? Да. Подожди, то есть первые деньги тебе пришли в декабре 2019 года? С «Внутри Лапенко»? Да. Но они еще не пришли, кстати. То есть, по сути, я еще на этом вообще не заработал ни на чем. Ты уже год, ну окей, допустим, ты год шумишь, допустим, полгода из них ты уже вполне себе знаменитость, не вполне себе ты знаменитость, вот, но при этом ты не монетизировал это еще. Да. Ну, что-то пока руки не поднимаются. Хотя после Ютуба я понимаю, что после рекламы, которую мы делали в Ютубе, я понимаю, что, в принципе, можно. Может, после интервью поставлю почту и, может быть, начну делать рекламу. Потому что ее тоже, если сделать ее со вкусом, интересную, то она может быть хорошей. Но до сих пор ни одной рекламы не было у меня. То есть ты тот случай, когда ты почувствовал уже известность, но еще не почувствовал звон монет. Да, я сейчас вот в этом, в периоде в этом. Вроде известно, а денег нет. Сколько стоит снять такой сериал? Ну, все 5 серий
примерно где-то 3,5. На все. На все, вот на все, на все. Вы ужимались или это прям такое? Ну, мы ужимались, мы с ним, мы просто, у нас были очень безумные смены, типа, то есть по 14 часов вот так вот. А, Да, то есть, и надо учитывать то, что, типа, я был всегда в кадре. То есть это один актер. То есть стоит брат, я с ним проговариваю сцену, проигрываю даже. Потом мы меняемся костюмами, ну, брат становится другим героем, и я отвечаю на тот импровизированный диалог, который я придумал сам себе. И на это уходило какое-то большое время. Потом раз я переодеваюсь уже в другого, там... Это сложно, но это нереальный актерский но экономия кайф. на касте. Экономия на касте, да. Смотри, по Славе Дусмухаметову. Слава Дусмухаметов — влиятельный продюсер. И, в общем, человек, который, не будет просто так помогать. Ты утверждаешь, что у вас нет контракта. Нет контракта никакого. Не все поверят, что Слава Дусмухаметов просто так дал тебе деньги, ты ему их вернул, и все. Но оно сейчас не так. То есть мы будем продолжать вместе уже по каким-то там договоренностям, грубо говоря, без контрактов, без всего. Просто как-то я думаю, что мы поделим просто, если будет уже наконец-то какая-то прибыль, то есть мы ее потом как-то будем делить. Я, Смирняга и Слава. Но сейчас эта история про только устные договоренности. Да, никаких. Я надеюсь, что оно так и останется. А в чем его интерес? Ему хочется быть таким Доном Корлеоне русского Ютуба. Ну вот, с какой-то стороны, многие мне об этом говорят, что он так хочет. Не знаю, может быть, в этом есть правда. Но я смотрю на это. На самом деле мы как-то с ним общались, и я увидел в нем человека творческого. То есть он продюсер такой, знаешь, не просто за бабло, не только про деньги, а еще и за идею. То есть ему просто нравится эта штука. Естественно, что это не только это, наверное, какой-то заработок там он думает о нем, но творчество там тоже, есть. По крайней мере, я так надеюсь, я тоже не знаю, как оно там дальше, что будет, но мне бы очень хотелось в это верить, что это именно творческий такой союз, что с Лехой, что со Славой. Смирняга, расскажи, какую роль он играет «Внутри Лапенко». Ну, одну ключевую. Так, Он сценарист. Он сценарист. Смирняга, ему большой респект вообще, просто я уважаю Смирнягу нереально. Это мой 17-й брат, реально. Мы просто друг друга полюбили невероятно, просто какой-то кайф. Мы назвали его ирландцем почему-то. Почему? Ну, братья, не знаю, как сказать, он же ирландец. Да, в итоге для нас он ирландец, и он сценарист, да, он пишет всю канву, что происходит, куда и зачем, все эти линии прописывает. Вот. А сверху уже я накидываю именно свои импровизации, свой текст, грубо говоря. Ага. Как вы познакомились? Мы снимали мы работали на одном проекте с ним вместе. Ага. Просто я практически пришел на пробы, там еще мы там чуть-чуть пообщались, буквально чуть-чуть, пару минут, и как-то поняли, что какой-то есть контакт такой классный. И все, и потом созванивались, встречались, что-то виделись, просто так общались по поводу того проекта еще. И по телефону так как-то держали связь. Типа. В этом есть даже какой-то прикол, что вроде у тебя и денег особо нет, что ты такой весь какой-то простенький, вроде бы как. А при этом ты приходишь в какой-то бар или ресторан, и тебе там чуть ли не 3 комплимента уже делают. Приносят одно, другое, все бесплатно, сразу дают скидочную карту и все такое. То есть еще не надо платить, а ты уже бухой. Типа того. Это полезно. Ну, конечно, это такой бонусик неплохой. На что тебе хватает зарплаты в театре? Можно бензин, только вот так вот где-то. О. То есть я же изначально, почему я не монетизировал до сих пор? Если бы мне нужны были очень сильные деньги, я, наверное, это уже сделал бы. Но я же снимаюсь в кино, Так. поэтому, и нормально сейчас поснимался, и поэтому какие-то деньги есть все равно. На театральную зарплату я не представляю, как можно прожить. Она 20 тысяч рублей? Нет, у нас в театре где-то под полтинник, то есть это хорошая зарплата, типа, считается. Ну да. Полтинник на бензин? Ты много ездишь. Так оно и есть, я дофига езжу. Капец. Конечно, я обожаю. Слушай, а киноха? Киноха была параллельно Лапенко или после она? Это параллельно. Как-то странно так получилось, что это все началось параллельно, как будто я ожил, вдруг что-то произошло. И вот сейчас выйдет сериал, еще какой-то выйдет скоро, еще, как-то они... то есть это происходило во время, грубо говоря. То есть я снимался в сериале, и во время съемок, грубо говоря, у меня вот это начало все происходить. Но тачка у тебя та же? Тачка та же. Та малышка, которую ты в Инстаграме показывал, Да, моя любимая Citroёn. малышка Citroёn. Жози я называю. Как? Жози. Моя французская Жози. Сколько ей лет? 8 уже. О, она в возрасте. Это моя первая тачка. Я сдал на права, получил права, и в этот же день ее купил. Долго копил? Да, прилично. Там где-то тут упало, там, сям. Но я удачно ее купил там до кризиса. Пиццу принес. Там пиццу принес, здесь обоссался в кадре. Серег, а как ты называешь свою немочку? Кого? Свою немочку. Хельга.
Бэха. Блин, ну ты чего? Надо Хельга назвать. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Журналист, который ведет программу «Загадки дыры». Это история о криминальных беспредельщиков, потрошащих кошельки всех, без исключения пассажиров, в новом выпуске программы «Загадка дыры». Это кто? Это молодой Парфенов, Ну это да. Глеб Яных из программы «Максимум», это Каневский. Мне который- кажется, что это Парфенов. Парфенов? Ну да, как-то от него. Я вот опять же, анализируя уже сейчас, Вот это он охренеет, когда увидит. но это чуть-чуть, ну там, естественно, все эти интонации и музыка, вот это все. И вот это, ну, и они тоже, кстати, журналисты, ну, одинаковые практически интонации вот эти используют. И под музычку накладывают. Ну, там все эти ходы журналистские. Я думаю, он, и в какой-то момент там начал появляться Родзинский в нем почему-то. То есть начало всегда спокойное, типа, это вот тот-то город здесь началось, а потом и начинает у него какой-то Родзинский возникать. Я не знаю, они сами уже как-то по себе живут, я уже не могу ими управлять. Но они даже меняются немножко. Очки с диоптриями? Да. Больно, если у тебя нормальное зрение? Не. То есть ты долго я в как-то них... так, я как-то так сделал, что я в них типа не смотрю. Ну, то есть В расфокусе ну, как у бы я, вот, да, чуть-чуть в расфокусе. То есть я не напрягаю глаз при этом. Поэтому у них так иногда взгляд такой немножко безумный. Как так вышло, что внутри Лапенко есть отсылки к «Брату», «Брату 2» и даже к «Игле», Да, фильму, да. в котором снялся Виктор Цой? Как это происходило? Одно, второе, третье. «Игла» — это мы снимали еще в Инстаграме эту штуку. То есть это как бы это взято из Инстаграма уже, вот этот, как это называется? Проходка. Ну, проходка, да, грубо говоря. Это просто я услышал эту песню и что-то как-то вспомнил этот сюжет и подумал, а почему бы нет, почему не вставить. И время то, и нашел аллейку в Зеленограде такую, думаю, вот это класс будет. И все. А потом, да, мы взяли со Смирнягой и перенесли это туда. То есть это просто так появилось. А эти вещи... Ну, это мы начали увлекаться вот этими отсылочками. И как-то, ну, это дань, это уважение, это поклон. Немножко в Балабан. Тарантино вы решили поиграть, Ну, да? чуть-чуть, да. Чуть-чуть. Который тоже все такими омажами обклеивает. Ну да, да. Но в этом же есть кайф, какой-то прикол. Потому что там очень много всяких заложено таких пасхалочек интересных. Бандит, который говорит с поговорками, это же чистая калька с чувака из «Брата 1». Как говорят американцы, кто много знает, тот пули глотает. Да, так получилось, кстати, почему-то. Который «любишь медок, Любишь медок, люби холодок». Да. Это прямо к нему. Ну так получилось, да. Ты был фанатом «Брата» и «Брата 2»? Конечно. Я его вчера присмотрел, второго брата. Зачем? Ну, просто получить удовольствие от кино. Это шедевр вообще. Я пересматриваю периодически такие вот картины. Что тебе нравится больше, «Брат 1» или «Брат 2»? Второй почему-то мне больше нравится. Считается же, что более Да, попс. да. Более попс. Не знаю, почему-то так. Первый мрачноватый какой-то. Своим передай. Кто журналиста тронет, завалю. Данил Багров положительный или отрицательный герой? Отрицательный. Но с положительными оттенками. Да нет, он, скажем так, он положительный герой в отрицательных обстоятельствах. В тех обстоятельствах, в которых он там существует. Ну, совсем положительным и добреньким невозможно просто быть. Приходится биться, воевать за правду. И даже убивать. А почему отрицательный? Потому что он убивает людей. Нельзя людей убивать. Вот здесь висит плакат Михаила Чехова. Расскажи для людей, которые думали, что Чехова могут звать только Антон, кто это такой? Чехов — основатель актерской такой системы, так же, как и Станиславский, но она отличается тем, ну, вообще кардинально отличается от системы Станиславского, тем, что Станиславский, его система основана на том, что ты идешь от внутреннего к внешнему, то есть от своей природы, да, и у тебя, ну, к себе что-то надумал, ты посидел, подумал, обдумал материал и так далее, и что-то у тебя начинает возникать, какой-то персонаж. Типа. У Чехова все ровно наоборот, он идет от внешнего к внутреннему.
То есть, например, как в моих роликах, у меня есть некоторые персонажи, которые так мною были придуманы. Типа я походил по барахолкам, нашел какие-то старые вещи, надел их на себя, и только тогда, ну, как бы, и посмотрел в зеркало и понял, типа, что это за чувак. То есть он от вещей, от всего, от какой-то бороды еще, от какой-то шапки, может, каких-то очков, я понял, что примерно какой у него может быть голос, там, и он начал у него возникать. Внешние атрибуты, да? Да. Так, то есть смотри, «Внутри Лапенко» — это актерская игра по системе Чехова. В основном, да. В основном. А можешь привести пример, чтобы все сразу зафиксировали по системе Станиславского? Это, например, кто? Внутри... Не-не-не. Ну, либо «Внутри Лапенко», Слушай, либо, это, может быть, кого-то известного. но это типа, это кино, это в кино в основном используют. Да. Потому что у меня немножко гротескно все равно. Да. Внутри Лапенко, в инсте то же самое. Это гротеск небольшой. Немножко. Немножко, да. Немножко. Небольшой гротеск присутствует. Но это все голливудские, кстати. Ну, не все, конечно, но многие голливудские актеры работают по Станиславскому. Один из комментариев: чтобы снимать в России про 80-е и 90-е, даже декорации не нужны. Да, это так. Это так. Это так. Это так. Нет, есть где-то пластиковые окна, где-то выскакивают. Но если чуть-чуть еще... Это еще Зеленоград при том. То есть это еще так цивильно. Если чуть-чуть отъехать, то там даже можно 60-е застать. Да ладно. Ну да, есть прям деревянные домишки такие. Я, кстати, вот тут ездил недавно, фоткал. Там тоже надо поснимать. Прям старые. Единственное, машины иногда палят. А так древние места есть. Как так вышло? Мы же вроде бы развиваемся, и с линии подняты, нет? Но где-то развиваемся в каких-то местах, а где-то нет. Где-то все стоит на месте. Рынок в Инстаграме, где ты продаешь какие-то приблуды электронные, а к вам приходят чуваки из ОПГ, пытаясь тебя кинуть. Это есть такой рынок? Это рынок, это барахолка. Ну, типа блошиный. Это блошиный рынок, да. Там, где я покупаю все, вообще, практически все, что мне надо из костюмов, из реквизита, все я там беру. Слушай, ну даже для блошиного рынка он выглядит трындецово. Да. Вот это прям 90-е, там, прям чистой воды. Там машины, там мужики, они там все живут в этом времени. То есть они просто приходят. Слушай, я там купил недавно часов очень много, циферблаты. Просто я хочу сделать стол и закидать вот циферблатами, залить эпоксидкой. Ну, просто типа моя какая-то там заморочка. И я пришел к чуваку, к мужичку, к старенькому, который там, пьяный, они там все пьют, все, они такой уютненькие все. И я пришел и говорю, сколько стоит циферблатик? Он говорит, там рублей 50-30. А у него весь стол в них, просто весь. Я говорю, давай все, типа. Там за 5-4 я у тебя возьму это все. Он говорит, давай. И я увидел в нем прям грусть. То есть я взял у него все эти часы, положил себе в пакет вот так вот. И я смотрю, что у него пусто, и он как голенький вот так стоит. Ему нечем заниматься. Ему просто нечем заниматься. То есть для них это прям жизнь. Они там живут и кайфуют. Друг с другом общаются, где-то выпивают, что-то ржут, слушают радио из того же времени. И я просто его, мне даже жалко его стало. Но я забрал эти часы и ушел. Офигеть. Не, я его спросил, типа, а что вы дальше, типа, как? Он говорит, еще найду. Я сейчас вот эту березку подпираю примерно так же, как вот Путана стояла на на шоссе. На трассе. На трассе. Это вот здесь прям тоже рядышком совсем. Это же единственная дама, которая появлялась в сериале. Как это Татьяна Восьмиглазова. Это 100! А с кого калька Татьяна Восьмиглазова? Я не знаю, с кого. Это просто тупик у меня уже был творческий. Потому что у нее нет никакого текста, она просто... Я просто говорила какую-то ересь. И она говорит, да, а там 21. А там 21. Но это тоже на ходу пришло. Там вообще, в принципе, нет цифры 100 в этих шариках. 100! Но она максимально глупенькая. Ты сам понимаешь, почему вот этот абсурд, он заходит людям? Не всем, потому что я знаю много людей, и тоже, кстати, из юмористической тусы, которые говорят, что прям вообще не мое. Ну да. Мне тоже говорят часто, что типа никакого юмора, что здесь смешного, типа и так далее. Но это нормально, чего. Почему это заходит, я не знаю. Отчасти потому, что мы сами там кайфуем, и сами ржем очень сильно над этим всем, и нам всем там нереально классно. И эта энергетика, которая у нас из инсты и перешла, которая тоже в YouTube, мне кажется, она там есть внутри. И она как-то тоже, может, она тоже как-то приманивает эта энергия. А сами вот эти шутки абсурдные, не знаю, кому-то нравится, а кому-то нет. Я не могу понять, почему это заходит. Как ты к юмору Гудкова относишься? Хорошо. Я вообще к Гудку хорошо отношусь. Он очень добрый, хороший человек. Есть общее же, ты согласен? В абсурдизме? Да, конечно. Мне кажется, что если мы в будущем там можем даже что-то вместе сделать, то есть я с удовольствием бы что-то с ним вместе, какую-то общую тему сделал бы. Что ты сам любишь из юмора? Монти Пайтон я люблю. О!
Это круто, парадоксом юмора. На каком-то пустом месте может возникнуть очень смешное. На детском, наивном и при этом непростом в плане глубины юморе. Ну, парадокс. Что вроде смотришь за бред, но тебе все равно смешно. Слушай, ну это как раз твоя история же. Да, может быть, кстати, в какой-то степени это что-то есть оттуда. Ты понимаешь, что в успехе Лапенко много не столько юмора, сколько спроса на ностальгию? Да, отчасти, конечно. Ну, то есть их не разрывает от смеха? Да, там нет, ну, как бы там, я бы тоже не назвал это прям ржакой такой. То есть, во-первых, там ностальгия, а во-вторых, там есть и не только смешные, но какие-то даже, может быть, грустные моменты какие-то. Есть очень много комментариев, что это как-то вроде и смешно, а вроде и грустно в какие-то моменты. И вот этот парадокс, то, что еще начиналось в Инстаграме, что вроде бы тебе смешно, и вроде бы и шуток нет даже никаких. То есть это просто образ на протяжении какой-то там минуты, просто говорит и говорит, что-то говорит, тебе вроде смешно, а потом просто тебе грустно. И смешно, и грустно. Вот этот парадокс, это очень интересно. И вот эта игра с эмоциями. Что из русского юмора тебе нравится? Я не знаю, я никогда не смотрел КВН, если говорить, ну, типа, о юморе. Ты никогда не смотрел КВН? Ну, может, чуть-чуть я смотрел, может быть, 30 минут всего я посмотрел. Так. Это то, что мне могло бы, типа, нравиться, на чем, типа, что у нас было из юмора. Comedy Club. Может быть, в начале как-то я что-то смотрел. Не знаю, как-то мне... Стендап? Стендап тоже меня как-то не веселит. Я не знаю. Из русского юмора, я не знаю. Я пытаюсь вспомнить, я не понимаю, что мне нравится из юмора. Ну хорошо, а как ты проводишь время, когда ты что-то смотришь? То есть ты смотришь кино? Ну, я смотрю кино, конечно. Кино. Комедийное или драматическое? Нет, мне комедии как-то редко мне нравятся комедии. В плане того, что я смотрю, это не комедия, это просто какое-то такое, может быть, авторское какое-то кино. Например? Какой у тебя топ любимых фильмов? Я намеренно не говорю 3-5, просто вот топ любимых фильмов Антона Лапенко. Топ любимых фильмов. «Лобстер», Йоргос Лантимос, режиссер. По разным режиссерам. Ну, у него есть еще и «Клык», конечно, хороший, и «Убийство священного оленя». Вот это 3 его топовых фильмов. «Магнолия» Роя Андерсона. Томаса Пола Андерсона. «Магнолия», конечно. Ну, Бергмана, конечно. Ну, там можно много чего посмотреть. Ну, например, «Шепоты и крики», допустим, я назову. Рой Андерсон есть еще, тоже швед, офигительный. Он снял всего 3 фильма, это трилогия. Называется «Ты живущий», если на наш переводить. И у него есть одна из, которая называется «Голубь сидел на ветке и размышлял о бытии». Это очень красивое кино. Просто мне вообще нравится в кино то, за что я люблю и от чего я удивляюсь иногда, когда там есть, когда какой-то новый киноязык происходит на экране. Вот это как раз те вещи. Это «Лобстер», это непонятно, как снято, и как это, что это за жанр, непонятно, к чему это соотносить, но это очень круто. Это как раз вот этот голубь, который сидел на ветке. Ну, например, у Германа Хрусталев... нет, не Хрусталев машину, Хрусталев машину. Тоже какой-то другой киноязык. Вот это меня всегда привлекает, когда непонятно, как это снято. Юрий будет дуть будет Юрий. Последнее кино, которое тебя невероятно впечатлило? Из нового? То, что вот, Из нового «Паразиты». Крутое кино. Меня впечатлило. Не то чтобы невероятно, но впечатлило. «Джокер» меня впечатлил. Но меня... Актерская игра. Актерская игра меня впечатлила. О чем молодой артист думает, когда смотрит на Хоакина Феникса в этом фильме? Вот расскажи ход своих мыслей. Что происходит в твоей голове? Во-первых, как бы мне хотелось это сыграть. Во-вторых, ты сразу думаешь, смог бы я это сыграть или нет. Ну, какая-то, наверное, зависть такая. В-третьих, наверное, у нас такое точно не будет снимать, поэтому у тебя нет шансов. Ну, а потом начинаешь уже анализировать, как он это делает, пытаешься как-то попробовать там, как-то сыграть что-то за него там. Как это, к зеркалу подходишь? Ну, или не к зеркалу, душевой? ты автоматически даже иногда сидишь, просто смотришь, когда... И так, как он пытаешься что-то сделать. Ну, просто примеряешь на себя. Вот. Как по улице идешь, например, и видишь какую-то походку интересную или еще что-то. И тоже так идешь, пытаешься ее снять, и смотришь, что на тебя люди смотрят, как ты странно выглядишь при этом. И в метро тоже так же сидят люди, ты так видишь просто интересного какого-нибудь человека с глазами или с каким-то тиком интересным, там что-то он делает так.
И ты так раз тоже, о, прикольно, типа, надо... А это в копилочку, типа, как-то всегда, типа, западает. То есть это уже автономно у меня происходит, как просто привычка. Ты прям реально повторяешь? Да. Ну, не И всегда. откладываешь себе ну, не куда-то всегда. Ну да, это просто так, типа, получается. Я уж так привык, то есть я не могу это ничего, не избавиться от этого. Нет, это просто как привычка. Как по умолчанию у меня стоит такая функция просто. Я вижу что-то интересное, как человек, например, что-то листает, как-то газету интересно. Или читает книгу как-то интересно. Или, опять же, какие-то жесты там у него какие-то интересные, которые можно было где-то использовать. Но я это не анализирую, я просто смотрю, такого интересно. И так раз проверю что-то. И все, и забуду. А потом это где-то вот как раз в образе может где-то выскочить. Так организм уже устроен, он так уже приспособлен. Ну, круто, что, во-первых, эта роль, его органика просто в первую очередь очень крутая. Он сам по себе странноватый, какой-то колкий, такой кривой. Там и спина, и все у него. И не знаю, какой-то энергетикой внутренней, своей психофизикой какой-то, каким-то состоянием. Но он просто нереальный актер. Очень крутой. И как человек, мне кажется, он тоже очень крутой, ну, такой чуть-чуть сумасшедший. И это вот это совпадение роли и именно его как личности наложилось, и он же отдается очень сильно этим своим ролям. И там это видно. Кто лучший русский актер сейчас? Виктор Сухоруков. О, тебе нравятся странноватые такие типы, Да. А Такие давно? немножечко как какие-то сумасшедшенькие такие, в хорошем смысле. Вот здесь писался Вайн про спортсменку. Да. Да, инженер так нежно про нее говорил. Да, это был один из таких первых, где у него начали проявляться какие-то уже такие драматические черты качества. Ну, правда, он там практически плачет. Когда смотрю, у меня кажется, что все ваши волосы — это пшеница. Ну, очень плохо. Я неудачно сказал про пшеницу. У нее волосы не пшеница. Здесь, потом вот там было про рутину, тоже про работу. Недавно вот здесь было про его отношения с женщинами, грубо говоря. То есть здесь такое место, прямо вот это место инженера именно, его драматических изливаний. Что у тебя с женщинами? Ну, скажем так, я сейчас переживаю очень приятный момент в жизни. Что это за момент? Но я просто боюсь сейчас наговорить всего. Ну, это начальный этап. Начальный романтического чего-то. Я думал, приятно имеется в виду, что ты жестко в рок-звезду играешь, и сегодня одна особа, завтра другая. Нет, я в этом смысле, мне кажется, похож на инженера чем-то. Я такой. Да? Да. Но это же тоже я в какой-то мере. Они все я. Инженер, если разные что, проявления. однолюб, который Да. вот идет к той особе, кота у нее берет и все остальное. Все ради нее. Расскажи, как бьет по тебе популярность. Тебя же ждут после спектаклей? Да, прилично, кстати, ждут. И самое смешное, что у меня же небольшие роли там. И тут очередной спектакль, где я читаю одно стихотворение. Ну, там он идет полтора часа спектакль. А пацаны там фигачат. А стихотворение насколько? Стихотворение Арсения Тарковского. Военное. Ну, это военный такой. Ну, на минуту? Ну, где-то на минуту. Так. Ну, может быть, на две, если я сделаю там несколько драматических пауз. Да, вставлю туда. А он будет идти немного подольше. Что я и делаю, чтобы хотя бы как-то восполнить там это все. Вот, да, и выхожу после спектакля, и внизу уже там у служебного входа стоит просто, девчонок, причем девчонок, 10, 8, вот так вот, то есть стоят в очереди, дарят цветы, говорят приятные слова, и это очень кайфово. Но мне немножко неловко от того, что там это все, то, что ребята делают больше немножко там в спектакле, а вот так вот внизу встречают меня. Ни в Вайнах, ни внутри Лапенко нет ни одного мата. Да. Это намеренно? Ну, да. В чем концепция? Просто зачем он нужен? Я как-то так воспитан, что не матерюсь при людях, можно так сказать, при цивилизованных. Вот и как-то в нем нет необходимости. Мне кажется, что есть что посмотреть с матом в интернете. Ты понимаешь, что тебя это отличает выгодно? Да? Выгодно? Мне кажется, конечно. Если разговор без мата органичен человеку, это очень круто. Мы материмся просто потому, что, к сожалению, я считаю это недостатком, мы материмся и в жизни. Не при женщинах и не при детях. Но друг с другом мы говорим с матом, и поэтому мы так делаем. Если человек органично говорит без мата, то это круто. Это наша сверхзадача, которую мы хотели бы стремиться. Это, кстати, несложно. Просто ограничиваешься немножко, и все.
Как не обжираться просто, да? Ну да, перед сном. Я, видишь, стараюсь. По тебе заметно, дружище. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. А как ты относишься к Советскому Союзу, про который ты снимаешь? Но вот так же отношусь, как снимаю. Очень тепло, да, и какое-то вот такое... Какое-то красивое. Я понимаю, что там было очень много плохого, да, но с точки зрения как такой повод для творчества и наблюдения за людьми того времени, какие-то положительные у меня вещи. Мне кажется, что ты в лучшем свете представляешь. Да, так То оно есть и есть. лучше, чем было. Ну почему же? Там очень много таких вещей. Про зарплату там есть вещи И копеечки. жесткие. Да. Сущие копейки. Но там есть такие и негативные вещи про это время, но все равно как бы аура такая теплая, конечно, и приятная, и добрая. Это же в первую очередь не про время, а именно про людей. Ты расшарил пост высказываний Льва Толстого о лжепатриотизме. Да. У него была большая запрещенная статья про то, как государство коверкает понятие патриотизм. С чего это вдруг ты решил расшарить? Слушай, я не помню эту статью, но, может быть, я на каких-то эмоциях это сделал. Зачитаю. Давай, да. Правительство уверяет народы, что они находятся в опасности от нападения других народов и от внутренних врагов, и что единственное средство спасения от этой опасности состоит в рабском повиновении народов правительствам. Так это с полной очевидностью видно во время революции и диктатур, и так это происходит всегда и везде, где есть власть. Всякое правительство объясняет свое существование и оправдывает все свои насилия тем, что если бы его не было, то было бы хуже. Где-то я что-то... Эмоции я помню. Я вообще, кстати, даже текст... Ну, текст это приблизительно, я тоже его помню. Это что-то я где-то увидел о лже, может быть, у Познера где-то. Где говорили о том, что надо патриотизм учить людей. Типа как-то навязчиво им, ну, грубо говоря, это накручивать. Но это же, конечно, глупо. Это же невозможно сделать. Родину можно любить или не любить. Как ты можешь научиться любить Родину? Это же невозможно. Может быть, в каких-то таких мыслях, это параллельно я увидел этот текст и сделал репост. Расшифруй, почему это глупо учить патриотизму? Не учить патриотизму, а научить любить Родину, мне кажется. Может быть, это не очень правильно. Либо ты ее любишь, либо ты ее не любишь. И все. Как научиться, как научить любить? Как, заставить человека любить? Это же невозможно. Ну, можно создать условия, если Родина комфортная, классная и все остальное, то человек, очевидно, вот. будет... Это другое. Это когда ты что-то делаешь для того, чтобы человек сам полюбил это. Да. Ты не вдалбливаешь ему в голову, что тебе надо любить свою Родину. Просто потому, что тебе надо ее любить. Потому что так положено. Это патриотизм. Надо быть патриотом. А просто сделать все условия, как ты правильно говоришь. То, что человек увидел, такой, круто. Ты патриот? Мне кажется, что да. Ну, это, конечно, да. Я люблю свою страну очень. Не смогу отсюда никуда уехать. А государство? Не знаю. Что государство? Я не знаю, как вы, может, любить, не любить. Какие-то ребята там, я не знаю. Я к ним холодно отношусь. Сейчас молодые актеры делятся, в общем, на две большие категории. Может быть, категорий больше, но вот есть две заметные. Первая — это «я политичен», «меня политика не интересует». А вторая — это люди, у которых есть вопросы к тому, что происходит, политические, и они весьма активны. Это Паль, это Кукушкин, это Саша Бортич, это Молочников. К какой категории ты ближе? Ну, я ближе к первой, наверное. Аполитичной? Ну да, мне как-то это неинтересно, мне все это. Но я понимаю, что во мне просыпаются какие-то уже вещи. Какое-то чувство несправедливости какое-то, что происходят какие-то странные вещи, непонятные. Меня начинает это потихонечку забирать, эта штука вся. О чем ты говоришь сейчас? Ну, о всяких делах вот этих Голунова и так далее. Те вещи, о которых невозможно типа молчать, и о которых, невозможно не услышать. Настолько они громкие и странные. Сейчас же взяли этого сотрудника, да, и он уже сдал своих, по-моему, руководителей, что-то такое. Там разворачивается это дело сейчас. Ну, я так периодически слежу, но, честно говоря, мне как-то это... Не то, что не до этого, то ли, может быть, мне неприятно. Я не знаю, на самом деле, как человеку, наверное, надо этим интересоваться. Я сам себя корю. Наверное, надо все это смотреть, все это мониторить и понимать, что происходит. Но почему-то я пока не созрел. Надо как-то
углубиться в политику. Ну, не углубиться, а хотя бы более-менее мониторить происходящее. Ну, а тебя спросят, а зачем мониторить? Что, разве нельзя жить, чтобы политика тебя вообще не касалась? К сожалению, нет. Мне кажется, что все это одно из другого вытекает, и надо интересоваться, надо. Я обязательно буду это делать. Ты появился у Урганта в сентябре. Да. Как же так получилось? Получилось так, что они меня позвали, сказали, давай сделаем рубрику. Я говорю, ну давайте попробуем. Они говорят, вот первая история. А я был в Кабардино-Балкарии, тогда снимался. И, ну, в сериале. С Ирой Горбачевой? Да, кстати. Они говорят, давай мы сделаем такой типа прямой эфир, ты будешь мэром каким-то там, ну, кандидатом в мэры. По-моему, там что-то такой сюжет. А Ваня будет тебе типа отвечать, и вы как будто у вас типа прямой эфир. Вот, но так получилось, что я им прислал какую-то первую версию, они это склеили и выложили, ну, уже в эфир впустили. И как-то я был удивлен немножко этому. Ну и все, я больше не стал. Ты не стал? Да, я больше не стал, сказал, я больше не буду. Я слышал другую версию. Я слышал, что Слава Дусмухамедов тебе запретил. Нет. Во-первых, Слава мне ничего не может запретить. У нас нет таких отношений, что Слава скажет, так, ты это не должен делать. Нет. Я максимально все делаю так, чтобы у меня была всегда возможность сказать, я это не хочу делать, я этого не буду. И так оно и будет. Это для меня принципиальный вопрос. Тогда на это все закончится. Если я буду зависеть от кого-то напрямую, то все, у меня все прекратится. У меня перестанет к этому какое-то вот это тепло. Мне не надо. Ну, как бы мне будет неинтересно, я пойму, что я уже не свободен так, как был. И все это затухнет сразу. Это нет. Мы советовали со Славой насчет этого. То есть он смеялся там. Когда уже я все понял, что, эксперимент не удался. Да, мы так говорили. Он говорит, ну что там, как? Я говорю, да. Как выглядит этот скетч сейчас? И как он выглядел тогда? Ну, не знаю, мне очень не нравится. Он выглядит так, что в разгар протестов, когда независимых кандидатов просто раскладывают по асфальту, не допускают на выборы, появляется популярный уже в Инстаграме чувак и изображает бедового кандидата, которого не допустили, и он с этим согласен. И более того, его еще зовут Марк Яблочкин или как-то так. Ну, то есть это аллюзия на партию демократическую, которую все пинают. Яблоко. Да? Да. Но это я сам придумал Яблочкин. Ну, ты почувствовал, значит. Короче, это выглядит как пинание тех, кого и так бьют, да еще и не то, чтобы очень справедливо бьют. Но если это так получилось, то я, конечно, извиняюсь за это. Потому что я это делал неосознанно и просто делал это ради юмора, а не для того, чтобы что-то там кого-то задеть и так далее. Ни в коем случае. Это последнее, что мне хотелось бы сделать, это кого-то обидеть. Просто там даже комментарии про это были. Да. Но видишь, я даже, скажем так, это не зашло мне это видео, что я даже комментариев не смотрел. Ну, то есть мне это как-то не очень понравилось. Но тебе было бы интересно с Ургантом работать? Вот внутри в проге? Но нет. Потому что это все равно уже индустрия, это уже фабрика, грубо говоря. А я все-таки любитель такой более свободного какого-то такого творчества. Без графиков, без режимов, без всего вот этого. Без придумывания шуток, а без сценариев. Что все по-живому. И хочу максимально долго это сохранить. Юрий будет дуть будет Юрий. Ну, ты же понимаешь, что вот твоя история сатира, очень крутые примеры для русских артистов про то, что взлететь можно не только обхаживая, знакомясь, лаская режиссеров, продюсеров, которые далеко не всегда талантливые чуваки, выпрашивая у них роли, что можно делать и по-другому. Да, так оно и есть. Сейчас же такое время, что можно реально достать телефон из кармана, как-то что-то снять, выложить, это могут увидеть, потом это могут увидеть еще больше и больше людей. Сначала может это не получаться, потом ты просто наращиваешь. А если возникает идея, то ее сразу надо выполнять, потому что и для этого интернет и существует, и Инстаграм для этого тоже в том числе и есть. Потому что если у тебя много идей, и ты их не реализовываешь, то они как пробки у тебя стоят и в голове твоей крутятся. А если ты их исполняешь, воплощаешь, то у тебя что-то можно потом нарыть там интересное в себе в самом. Это же тоже часть анализа, исследования самого себя, на что ты там способен в этом смысле. А Инстаграм — свободная площадка для этого. Это типа такой, спортзал для того, чтобы актерски тренироваться. Да. Что-то в себе обнаруживать, находить какие-то новые качества актерские. Это очень круто. Я сам иногда удивляюсь, что там происходит у меня.
И вообще Инстаграм сейчас для актеров, как мне кажется, это идеальное место, где ты можешь... Ну, есть такое понятие, как шоу-рил. То есть это нарезка актеров, ну, его сцен самых таких, как он считает, самых классных. Вот. И это дается там кастинг-директорам и агентам. Вот. А Инстаграм в этом смысле это идеальный шоу-рил. То есть там твои фотографии, то есть твое портфолио. И если ты снимаешь вот так, ну, разного рода видосы там с собой, это и шоу-рил. То есть ты просто как... Если ты кастинг-директор, заходишь, смотришь, вот такой чувак классный. И все. В этом смысле этим надо пользоваться 100%. Как ты сам оцениваешь себя как актера? Нормальный. Нормальный актер. Честно. Не супер крутой, но и, не бездарный. Нормальный. Я слышал такое мнение о тебе, когда готовился и общался со знакомыми режиссерами, в том числе. Они говорили, сыграть такие характерные роли, прицепить ус, надеть парик и все остальное, чтобы было смешно. Ну, в Москве есть человек 500, которые сделают так же хорошо, как это получается у Лапенко. А вот сыграет ли он драматическую — большой вопрос. Как ты сам считаешь, может ли у тебя получиться? Конечно. Я думаю, да. Я бы с удовольствием принял бы такое предложение, если бы оно поступило, какую-нибудь серьезную драматическую роль. Может быть, даже какого-нибудь убийцу. Что-то такое. Поступают ли такие предложения уже? Пока что нет. Нет, ну какие-то есть там, но они все-таки такую роль хочется сделать, чтобы она была большой, развернутой более-менее. То есть если речь идет о эпизодах, то меня пока это не очень интересует. Так. Хочется именно большую роль в драматическом какой-то таком кино. Ты отсеиваешь сейчас какие-то вещи? Да. Очень много именно комедийных предложений, от которых я отказываюсь. Да, и жду что-нибудь серьезного. Потому что, как мне кажется, я смогу это сделать. Ну, есть ли шанс, что ты не дождешься? И такие шансы тоже возможны. Допустим, что у тебя не получается стать драматическим актером, и всю свою карьеру тебе приходится проводить внутри комедии, внутри комедийного жанра. Ты расстроишься, если так будет? Ну, немного расстроюсь, конечно, но это не смертельно. Ничего страшного в этом нет. Смешить людей — это тоже круто. Это такой кайф. Когда тебе столько людей пишет приятно, то, что мне вот плохо, я вот тут рассталась, типа такого, я рассталась типа с парнем, смотрю тебя, и у меня поднимается настроение и все такое. От этого так тепло и круто. Этому можно посвятить жизнь спокойно. Просто, как если дополнительно появится предложение о каких-то серьезных драматических ролях, я с удовольствием это сделаю, попробую. А если нет, то нет, что. Юрий будет дуть будет Юрий. Блиц. Я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Сколько детей ты хотел бы завести, когда создашь семью? 2 или 3. Не 16. Не 16, это невозможно, мне кажется. В моем возрасте у моего бати было, наверное, детей 8 уже или 7. Ты представляешь? Мне кажется, что это нереально. Не представляю. Петров или Козловский? Петров. Как ты относишься, что про Сашу говорят, что он везде одинаковый? Нормально. Да, многие везде одинаковые, даже голливудские везде одинаковые. Да? Да. Ну, Том Хэнкс, он везде одинаковый. Да? Мне кажется, да. В «Форесте Гампе» и «Филадельфии» он разный. В «Форесте Гампе» он играет такую еще более-менее характерную роль, такого чуть-чуть блаженного чувачка. А вообще во всех картинах, вот сейчас которые, более-менее, вот последние, он же одинаковый. Ну, примерно, там чуть-чуть видоизменяется, но и Саша при этом тоже где-то меняется. Марго Робби или Скарлетт Йоханссон? Марго Робби. Почему? Ну, она обалденная. Ты чего? Такая красотка. Хотя Скарлетт тоже хорошая, но Марго супер классная. Лучший вратарь мира? Нойер. Ты правда играешь за вратаря в театральной команде? Да, я наоборот. Я лучший вратарь, по-моему, сезона 18-го года, что ли. Представляешь? Никогда не стоял. Как так вышло? Ну, просто от того, что я на все соглашаюсь всегда. Выбрали. Я играл в поле. Мы такие, нам нужна сборная, нам нужен вратарь. Давай ты. Я говорю, ну, давайте. Попробовал, вот. Ну, хорошо, я достаточно нормально ставлю. Кино или театр? Кино. Кино или Ютуб? Кино. Ютуб или Инстаграм? Инстаграм. Лучший русский режиссер прямо сейчас? Балабанов. Да. Тарковский и Герман. Пускай будет трое. Это всех времен. А сейчас? Сейчас? Да. Хлебников. Почему он? Ну, ближе всего.
Блин, кто Это же еще? тоска, это такая русская хтонь. Очень крутая, но это же прям не про веселье. Ну да, ну а чего? Не все же веселиться. Не знаю, мне нравится. Страна или город, в котором ты мечтаешь побывать? В Барселоне. Почему там? Не знаю, все так говорят о ней. Красивая. Тебе надо обязательно там быть. И в Грузии еще говорят, кстати. Почему-то тебе говорят. Потому что... Тебе типа надо в Грузию, мне так говорят. Чтобы откормили, дружище. Да, да, чтобы меня наконец-то откормили, а то никого. Да я просто сам, я им кофе только пью. Виктор Цой или Сергей Бодров? О, давай оба. Ну, да они оба герои. Герои своего времени. Кстати, да. Да оба, все, я не могу. Оба. И финальное. В чем сила? В любви, да. К родным своим. К работе, к своему делу. К стране, к своей. К родине. Если в тебе очень много любви, то ты вообще непобедимый. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Конкурс. Что ты принес? Да, я принес 2 бонуса сразу, но Так. он как бы входит в один. Так. Во-первых, это футболка, такая немножко грязненькая. Покажи, Ну, покажи. я ее постираю. Это футболка Багрового Фантомаса. Мерч. Это в комментариях же у тебя тоже писали, Ну да, где да, можно да. взять мерч Багрового Фантомаса. Ну вот, но это не совсем мерч, то есть это именно его, то есть это шершняги прям футболка, в которой все это было снято. Жесть. Вот, она мятенькая, ну мы погладим, все сделаем. Вот, и помимо этого, тому же человеку достанется еще костюм, реально костюм американского бренда 80-х. Это винтажный, он прямо из того времени. Называется хот-догер. То есть я тоже там снимал что-то в Инстаграме с ним. Это полный вот... полный Баллонка и комплект, баллонка. Да, баллонка, очень стильно, на какой-нибудь лютый рейв можно в нем сходить. Очень круто. Или на концерт Коржа. Да, или на концерт. Так, Вот, это все пойдет. Да. Условия конкурса. Если я ничего не путаю, у инженера нет имени. Да. И он чуть ли не единственный, у кого нет имени. Ну да, один из немногих. Давайте придумаем это имя. Причем у нас был похожий конкурс с Лехой Щербаковым, но у Лехи там понятно, каким образом придумывалось имя, у него там есть конструкция вот этих вот вещей. А здесь история может быть любым именем. Ну, вот которое было бы ему органично и которое каким-то образом зацепило бы нас и тебя. Друзья, комментарий нужно оставить под прикрепленным постом, чтобы мы снова не заполонили все комментарии и люди могли обменяться впечатлениями. Спасибо тебе! Спасибо, Яриц. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Друзья, несколько важных объявлений. Мы в свое время уже рассказывали о том, что мы сделали свое приложение для Smart TV, для того, чтобы нас можно было там смотреть, если вдруг вам это удобней, или если вдруг что. Но мы совсем забыли, что еще есть Instagram. Многие из вас наверняка подписаны, но если вдруг нет, подпишитесь на всякий случай. Вдруг что? Еще одно организационное объявление. Мерч! Мы продолжаем репетировать новый бизнесок с первого до последнего шага и продолжаем делать какие-то приятные небольшие штуки для вас. Вот, например, такие худи. Это хит продаж, вы их расхватали первым тиражом очень быстро. Мы сделали новые, и сейчас их можно заказать на вдудь.ру. Также там футболки «Жгу живую, не воюю». Это наше, вам и нам пожелание на предстоящий год. А также шапки. Я понимаю, что в каких-то регионах зима заканчивается, в каких-то, типа Москвы, ее, строго говоря, не было, но где-то еще холодно. И чтобы ваши мысли согревались, можно заказать вот эту шапку. Все это можно сделать на вдудь.ру. Мы доставляем в любую точку мира. Ну а теперь итоги конкурса. Грот. Напишите про то место, где вы живете, несколько классных рифмованных строчек. Я не понимаю, как читается никнейм этого человека. Замечательный человек оставил замечательное стихотворение. Ты помнишь ночь? Мы были влюблены. За гаражами лаяли собаки. Я сказал, глаза твои черны, как снег в моем родном Стерлитамаке. По-моему, это офигенно. Нурлан, приз костюм. А победителем становится тот, кто расскажет, как они со второй половиной друг друга подкалывают. И вот мне больше всего понравилась такая история. Катя Золо. Мой муж худощавый.
Я же на 20 килограммов его важнее. Когда на свадьбе друзей ведущий, указывая на меня, спросил моего мужа: «Это ваша половина?» Муж ответил: «Это мои 2/3». Поржали мы тогда знатно. Катя, костюм отправляется вам. Надеюсь, на вашего мужа он будет впору. Константин Батыгин. Нужно придумать название 9-й планеты. Все просто. Там было уйма вариантов, были очень тонкие. Например, вариант Данте предлагали. Но мы выбрали вариант Антвига. Он предложил название планеты Даоколо. А мотив был такой: тогда челики из 24 века будут летать вокруг да около. Порнофильмы. Нужно придумать новую панк-группу. Александр Родин. Группа «Пластиковые стаканчики». Потому что здесь аллюзия и на Бухалова, и на митинги, и на хрупкость бытия. Друзья, в конкурсе Тимура Бекмамбетова мы не можем выбрать победителей, потому что вариантов мало хороших. Там классный приз, мерчевые кроссовки к мультфильму 9. Поэтому, если вы хотите это выиграть, я бы советовал вернуться в комментарии к этому интервью и предложить свой вариант рекламного ролика. А мы в следующий раз подведем итог. Долгополов. Там нужно рассказать свою историю столкновения с гопарями. Самую смешную. Данила Дзюбин. Когда я был в 11 классе, меня остановили 3 пьяных гопника с претензией на длинные волосы. «А ты чё такой волосатый?» «Так экзамены сейчас будут. Стричься – плохая примета». «А, ну удачи тогда». Так я узнал, что в моем городе живут не только по понятиям, но и по приметам. Данила, книжка стендап-комика любимого Саши Долгополова, а это раритет, учитывая, что Саша сейчас за границей. Саша, лучи поддержки тебе. Достается вам. Многие ждут итогов конкурса с Щербаковым. Там такое количество вариантов, что мы в процессе выбирания победителя. И в следующий раз, я надеюсь, мы эти итоги подведем. Ее